Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы готовим солянку. Только не солянку суп, а солянку второе блюдо. Тоже очень вкусное. Нам для этого понадобится мясо. У меня здесь вот такие вот свиные вырезки, парочка штук. Плюс колбаска еще полукопченая. Плюс еще здесь у меня есть рулька запеченная. Когда-то осталось, я ее завакуумировал. И я вот на такие вещи, такие кусочки мяса всегда использую. И они всегда очень хороший вкус придают. Также нам понадобится капуста, помидоры, лук, чеснок, картошка, морковка, соль, перец черный, томатная паста и растительное масло. Зелень по желанию можно взять любую. Мясо режем небольшими кусочками. Ну а колбасу я вот разрезал на две части и тоже небольшими кусочками. Но это я готовое сложу отдельно, потому что в первую очередь нужно будет обжарить сырое мясо. И вот рульку. Тоже здесь хорошее чистое мясо. Шкура, если мягкая, то ее в принципе тоже можно порезать, но я пока не буду. Все я подготовил, мясо нарезал кусочками, картошку, лук нашинковал, капусту, морковку натер и мелко порезал помидоры. В первую очередь я хочу отдельно обжарить картошку. Зажигаем огонь и разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло. Масло разогрелось. Отправляем сюда картошку. И обжариваем до румяной корочки. Картошку можно посолить. Картошка готова, я ее выключаю и пока отставляю в сторону. А сюда я поставил чугунный вок, можно взять казан чугунный, можно взять котелок, в общем любую глубокую толстостенную посуду. Наливаем масло, разогреваем его и отправляем сюда лук. Обжариваем до золотистого цвета. Лук подрумянился. Отправляем сюда сырое мясо. И его тоже поджариваем до румянца. Эта вырезка молодая, жарится очень быстро, мясо нежное, поэтому нам его надо только немного подрумянить. Мясо стало подрумяниваться, добавляем сюда морковку. И жарим еще минут 5 с морковкой, чтобы она стала мягкая. Если масло впиталось, добавляем немножко. Можно посолить немного
и поперчить. Мясо с морковкой жарилось еще минут 5. Отправляем сюда капусту. И теперь жарим с капустой. Если капуста такая сухая, сок не дает, то можно добавить немного кипяченой воды, чтобы не пригорало. И сюда уже можно добавить остальное готовое мясо и колбасу. Если копченой колбасы нет, полукопченой, то можно взять копченую грудку свиную. В общем, любые вкусные копчености. Всякие колбаски охотничьи. Можно накрыть крышкой. Капуста протушилась. Она стала мягкая. Добавляем сюда помидоры. Лавровый лист. Сейчас еще помидоры пустят сок. И будет то, что нужно. Накрываем и тушим теперь с помидорами. Помидоры пустили сок. И так как свежие помидоры такой нужной кислоты не дают, то мы добавляем еще сюда томатную пасту. Во-первых, она даст кислоту. Во-вторых, даст еще красивый цвет. В томатной пасте желательно еще сахарку добавить. Накрываем и тушим, пока помидоры полностью не станут мягкими. Солянка под крышкой тушилась минут 5. Теперь делаем маленький огонь. И смотрите по желанию. Если хотите, чтобы она была такая вот жиденькая, вот такая как соус, то все остальное нужно делать тоже под крышкой. А если хотите, чтобы она была более густая, то крышку снимаем и дальше тушим без крышки. Добавляем сюда чеснок. Ох, как пахнет вкусно. Ну и тушим еще минут 10. Ну и так как сейчас много зелени, то, естественно, кидаем сюда еще зелень. Здесь у меня петрушка с укропом. Ох, как пахнет вкусно. Солянка тушилась еще минут 10. Кое-какая жидкость уже выпарилась. В общем, теперь заключительный этап. Отправляем сюда картошку. Перемешиваем. Пробуем. Если нужно, солим или перчим. Накрываем. Тушим еще минут 5 и выключаем. Солянка готова. Я ее выключаю. Теперь ей нужно дать настояться хотя бы час. И можно пробовать. Ну что, друзья, вот такая получилась солянка. Очень вкусно пахнет. Она такая густая уже стала. Пробуем. Мясо совершенно мягкое. Ну что, очень вкусно.
Всего здесь в меру. Единственное, что я для себя вот добавил бы острого перчика. А так, все вкусное, все нравится. Конечно, вырезка свиная, она и так нежная. Вот она прям ложкой рвется. И колбаска хорошо здесь чувствуется. И капуста хорошо протушилась. Такая прям стала насыщенная, очень мягкая, хорошая. Легко делается из каких-то мясных или колбасных остатков. В принципе, капуста всегда есть. И морковка. Простое, легкое блюдо. Но на самом деле сытное. Всегда на каждый день можно накормить большую семью. Я думаю, всем это понравится. Попробуйте. И вам тоже понравится.